Ух ты, кто решил почтить меня визитом? Я уже не дождусь. Меня не было всего лишь полгода, по чьей-то прихоти. Если бы это была моя прихоть, мы бы встретились через пару-тройку лет. А так, славянская мифология — это вещь довольно древняя, и поэтому она распространена на территории Европы. Да и вообще, скажи спасибо, что темы, которые я дал тебе, находятся на территории России примерно. Большое спасибо, батенька. Ладно, будет тебе, давай сюда. По информации, которую я нашла, Змеулан является богом источников колодцев, змей и черных туч. Связь с водными стихиями указывает на его навью природы. А вот для южных славян Змеулан — это змеевидный демон, обитающий в дупле древнего дуба. Он также относится к стихии воды. Также, по одной из версий, является настолько могущественным существом, что считается противником царя огня Перуна и царицы Молоницы Макоши, связанной с образами огненного змея и змея Горыныча. Как и все змеи в фольклоре, воплощение хитрости и зла, в сказаниях он обольщает женщину, и от этого брака рождается оборотень змеиной породы – змей, огненный волк или волк-огнезмей. Сербия? Да, и обычно волк-огнезмей сражается со своим отцом Змеуланом, отчего случается огненный вихрь. Имя Змеулана используется в народных заговорах, приворотах. Змеулана вызывает как волшебное существо, способное внушить страсть к женщине. А что насчет фольклора? В белорусских и русских сказках царь Огонь и царица Молония сжигают стадо царя Змеулана, который прячется от них в дупле старого дерева. Тут, кстати, можно провести параллель с одним из основных мифов славянской мифологии, в котором противником Перуна является змей, обладатель став, который прячется в дупле дерева. Еще я слышал, что Змеулана описывают в сказках. Я нашла только одну – сказка о богатыре Голе Воянском. Королевна видит беду неминующую, высылает Зеланта Змеулановича, загремел Зелант, выходя из железного гнезда, а висело оно на 12 дубах, на 12 цепях. На самом деле, странная сказка, мне понравилась. Коловертыш. А ты знала, что коловертый означает быстрый или верткий? Я слышал о нем, но ты продолжай рассказывать. Пожалуй, с самого начала я начну. Коловертыш или коловертыш – это в русской мифологии существа, помогающие ведьмам или колдунам. И в зависимости от того, в какое время про них рассказывали, а также географического расположения, различается их назначение и внешний вид. К примеру, одни рассказывают, что коловертыши просто помогают колдунам, хранят полезные предметы, которые им могут понадобиться. Для других же коловертыши является вместилищем силы, что-то вроде волшебного артефакта, в котором хранится запас энергии на случай, если у колдуна будет необходимость освоить сильное волшебство. Если говорить более точно, то в поверье в Тамбовщины коловертыш – это фантастическое существо, является помощником ведьм. Внешне похож на зайца, но с огромным мешкообразным зубом. Туда он забирает добытое ведьмой молоко, масло и так далее. А уже дома изрыгает их в посуду, которую приготовила ведьма. Ведь всем известно, что ведьмы часто крадут молоко у коров добрых соседей. А в Поволжье коловерш выглядит как кошка, которая может превращаться в различных существ, чтобы помочь ведьме достичь своей цели. Но встречается он в сказаниях, собранных в Самарской и Саратовских областях. Здесь коловертыш похож на маленького человечка. Причем он не столько вредит другим людям, сколько просто помогает своему хозяину, чаще всего владеющему сокрытыми знаниями. Коловертыш может иметь и облик черной кошки, тоже с особым мешком. Чем мне нравится эта версия трактования, так это тем, что по поведению он похож на домового, помогает хозяину вести дела, а также обитает чаще всего под печкой или же под полом. Но не дай себя обмануть, стоит четко различать этих двух представителей славянской нечистой силы. О домовом, его мотивах, а также происхождении известно значительно больше, а вот информация о коловертыше значительно меньше. Мне кажется, ли ты улыбаешься? Тебе не кажется. Вот это да. Давай дальше. Шишига. Шишиги по славянской мифологии – холодные, мелкие, брюхатые, горбатые существа с сучковатыми руками. Считалось, что шишига ходит голой, со взъерошенными волосами, набрасывается на зазевавшихся прохожих, затаскивая их в воду, обычно приносит беду пьяницам. В отличие от водяного, шишига обитает на камышах, предпочитая мелкие речушки и водоемы, при этом отличаясь мелочностью своих пакостей. На самом деле, издавна бесов изображали на древнерусских иконах с волосами, зачесанными кверху, то есть шишем. В русских говорах черта называли шиш, шишка. И как раз таки из-за этого данная тварь получила свое название. Шишек представляли в образе обнаженных женщин, иногда горбатых,
обычного размера с растрепанными волосами, которые они безуспешно расчесывали гребнем, а порой еще и с хвостом. В частности, у Рамизова можно прочитать, что если шишига накроет человека хвостом, то он непременно пропадает, причем безвозвратно. Также стоит отметить, что различают два вида шишиг – лесные и водяные. Внешне они вроде одинаковы, но лесные более опасные. Они нападают на людей, съедают и обглатывают косточки. А водяные? А водяные более безобидны, озорничают, подкрадываются к купающимся и начинают их щекотать. Могут и воду утащить с берега. Также хочу добавить, что иногда так называли русалку, которая выглядела как старуха, с зелеными волосами и щекотала любителей купания. Днем эта нечисть не опасна, она отсыпается после ночных проказ. С наступлением же сумерок она начинает проявлять активность и выискивать жертв либо на берегу, либо в лесу, дабы утащить на дно водоема. Шишигу похожа на кикимору-пустодомку, представляли ряженой во время святок. Ее изображали в бабьем сарафане, но без головного убора, с распущенными волосами, причем играть ее мог и парень, одетый по-старушачьи, в лохмотьях с горшком на голове вместо кокошника. Но не забывай о том, что шишиги не только могут причинять вред, они наказывают за хулиганство. Рассказывают историю о том, как подвыпившая компания молодежи из соседнего села, погоняв на мотоциклах кошек, отправилась на шашлыки и за недостатком дров разворотила колодец. Но потом, возвращаясь домой, все были до смерти напуганы, представившейся на пути ногой женщиной безобразного вида и спешно ретировались. А я и не забываю. Могу привести в пример историю, которая не совсем вписывается во все ранее сказанное. Некий рыбак, выйдя однажды на берег озера, увидел шишигу, которая сидела на кочке и заплетала свои волосы в косу. Та, заметив мужика, нырнула в воду, а гребень, которым чесала волосы, оставил на той самой кочке. Рыбак подплыл к кочке на лодке, взял гребень и принес его к себе в избу. В тот же день, лишь только стемнело и все семейство улеглось спать, послышалось постукивание в дверь и голос шишиги. Она жалобно умоляла рыбака возвратить ей гребень. Рыбак отворил окно и выбросил гребень. Схватила его шишига и исчезла. Но, в свою очередь, слышала и о другом поверье, что увидевшему шишигу путнику предстояло вскоре утонуть или же умереть по какой-либо другой причине. Раз уж мы перешли на поверье, то расскажи мне про народный фольклор. Например, шишига играет важную роль в мифологии республики Коми, по преданиям опустевших коми-юздинцев. Считалось, что она вылезла из воды, и ее иногда видели сидящие на крутом берегу камы, под омутом расчесывающие длинные черные волосы. А в славянском и финно-угорском фольклоре ее считают либо разновидностью кикиморы русалок, либо самостоятельным персонажем. Это нехорошо, нам нужно заканчивать. В свою очередь, в белорусских поверьях шишками называли отдельные бестолковые и вольные нечистки, нечистые духи, не связанные с кикиморой и другими. А на Самарской Луке старожилы и сейчас говорят, что шишиги охотно поселяются под мостками на реке Аскуле. Примечательно, что тамошний дух особенно не любит пьяных, и если кто-то из местных жителей, будучи под градусом, решится отправиться к берегу, то пропадет. Во владимирских и иванских говорах шишигой называют разных представителей нечистой силы, а также знающихся с нечистой силой. В переносном смысле несобранного, нерасторопного, медлительного человека. Черт Симбирской губернии – шишига. А вот этнограф Иосиф Железнов, опираясь на уральские предания, приводил пример того, что атаман Ермак Тимофеевич считался у казаков полезным колдуном и имел в послушании у себя малую толику шишигов, чертей. Где рать не доставала, там он и выставлял их. Обильно представлена шишига и в народных поговорках. Да чтоб ее лешие в лесу удавили, чтоб шишиги в реке утопили. Яга-биха страшно шишичиха, баба-яга та же шишичиха и есть. Шишига свадьбу играет, чертова свадьба. Вино жрут, как шишиги. А также ею пугали и пугают до сих пор детей, предостерегая от купания в омутах, угрозы, что их утащит шишига. Ну что ж, полученными на сегодня данными я доволен. Ты оправдал свое полугодовое отсутствие. Предлагаю расходиться, пока есть такая возможность.